Ravmaev не совсем обычный проявщик. Это арт-решение, предлагающее альтернативный процесс. Сперва все привычно. Открываем файл и получаем сырую проявку. Кроме равок, можно открыть любую картинку и покрасить ее инструментами Ravmaev. Также можно покрасить кадр в видео и сохранить обработку в 3D LUT, а после применить его к видео в монтажной программе. Важно! Несмотря на то, что Ravmaev живет в браузере, вся обработка происходит на компьютере. Фотографии никуда не отправляются, а скорость работы зависит от конкретного устройства. При открытии равки доступен блок качества проявки. Нормальный пресет подходит для большинства ситуаций, а в своем режиме можно выбрать альтернативные настройки. Подробнее о каждом блоке в других видео. Обработка в Ravmaev начинается с настройки тона. Базовый режим проявки через гамму такой. Корректируем экспозицию для получения широкой гистограммы. Снижаем гамму для выразительной тональности. Выставляем точки белого и черного, чтобы не терялись данные. Смещаем ручку среднего блока тонального инструмента для нужной яркости. Шлифуем контраст эквалайзером. Второй процесс – проявка через компрессию цветов и теней. После выставления гаммы жестко выводим яркость точками черного и белого, а вылеты возвращаем ползунками. Ползунки вылета теней и цветов волшебные. Они могут создать пленочное ощущение компрессированных краев диапазона, а могут сделать картинку неестественной. Пользуемся магией осторожно. Альтернатива – тон-мапперы. В режимах AGX и GT можно не беспокоиться о цветах. Основная работа происходит за счет точки белого и контраста. В этих режимах компрессия цветов практически всегда вредит фотографии, конфликтуя с мягким плечом тон-маппера. Лучше ее не использовать с AGX или GT, выводя цвета точкой белого. Дальше цветовая обработка. Решаем баланс белого и экспериментируем с насыщенностью. Обычная цифровая насыщенность работает самым грубым образом и нужна обычно для вытягивания цвета из тусклых сцен. Но у нее есть альтернативный режим работы по кривой. Он позволяет повышать насыщенность, ориентируясь на изначальную. Можно найти нужные диапазоны насыщенности и скорректировать их. Но более понятный сценарий – сделать ненасыщенное насыщенным или прибить цветастость насыщенного. Главные ползунки Color Science Ravmaev – плотность цвета и фотографическая цветность. Это две альтернативы скучной цифровой сатурации. Плотность затемняет цвета, чтобы максимально их насытить. А цветность двигает яркости в направлении, где цвет проявляет себя активнее. Последнее может слегка искажать цветовой тон, придавая дополнительной стилизации. Эти ползунки волшебные. С их помощью можно добиться невероятного цвета, но, если не совладать с магией, получится пережженная безвкусная картинка. Дополнительно можно подкрасить цвета, середину или тени, утепляя их или делая холоднее. Локальный контраст позволяет взять частотную полосу и усилить ее. Часто это делает черно-белые фотографии потрясающе выразительными. А широкую полосу можно использовать для повышения читаемости картинки при аккуратном примешивании. Но осторожно! Архитектура этого инструмента такова, что при его активации время сохранения файла может увеличиться на порядок. Виньетка помогает сфокусировать кадр или компенсировать недостатки оптики. Помимо осветления реального виньетирования кадра, можно исправить цветную виньетку цветовой компенсацией. Это актуально для некоторых мобильных камер, создающих цветную вуаль ближе к углам, или для старых объективов. Сравнить до-после можно кликом правой кнопки мыши по рабочей области. Удерживаем кнопку для живого сравнения или кликаем для послойного отключения обработок. Полезно, чтобы понять, улучшает ли фотографию конкретный этап обработки или лучше без него. При сохранении готовой фотографии можно включить режим сохранения с рецептом проявки.
Это позволит не потерять настройки, если вдруг захочется вернуться к файлу позже или проявить другую фотографию с такими же настройками. Любые настройки экспорта можно сохранить, и они будут использоваться для быстрого сохранения файла кнопкой «Экспорт». Если есть вопросы или предложения по Ravmaev, можно написать мне в Telegram Маев или на почту stas.maev@gmail.com. Приятных проявок в Ravmaev!